Привет! Ты на канале Мира Ашит. Здесь мы вяжем интересные вещи. Я решила сделать отдельное видео на эту маленькую сумку. Также здесь варианты цветов, в которых я ее уже вязала, и как она смотрится с ручкой. Мне кажется, она выглядит просто шикарно, поэтому садись поудобней и давай начинать. Погнали! Нам понадобятся ножницы, крючок номер 9, маркер и иголка. Да, эта иголка, просто она разломалась, осталось только ушко. И один моток трикотажной пряжи. Если вы хотите такую цепочку, как на этом видео, то нужна еще цепочка. Длина этой цепочки 120 сантиметров. У меня, к сожалению, они сейчас закончились, потому что очень быстро стали раскупать сумки, и новые цепочки еще не пришли. Начинаем? Мы вяжем из двух ниток. Одну нитку вы берете с бока мотка, одну нитку вытаскиваете из середины. Смотрите, длина моей пряжи 100-110 метров. Вот когда она 110, ее хватает на сумку и остается лишнее. Когда она 100, ее хватает прям просто впритык. Но ты же заранее не знаешь, сколько в клубке. Поэтому важно ее хорошо растягивать. Особенно важно ее очень хорошо растягивать на ручке, иначе ручка может потом стать в 2 раза длиннее, потому что пряжа очень сильно тянется. То есть вы берете прямо ее и тянете. Дно хорошо растягивайте, ручку хорошо растягивайте. В теле сумки, просто смотрите, чтобы у вас там дырок не было в вязании, да, чтобы она не стала тоненькой ниточкой, но в целом не будет. Итак, делаем узел, обычный узел, обмотали, вытащили. Ниточку оставляем маленькую, она нам не нужна, мы ее будем убирать в дно сумки, поэтому лишнюю пряжу не тратим. Засовываем крючок. Нам нужно набрать с вами 7 петель. Мы просто берем и протаскиваем эту нитку вот сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это на крючке, это не петля. Петля — это каждая косичка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 косичек, 7 петель. Сейчас мы будем вязать в обратную сторону. Чтобы нам начать туда вязать, нам нужна боковая такая стеночка, чтобы развернуться. Поэтому мы набираем еще одну петлю. Эта петля, мы в нее не вяжем. Это наш бок. Он просто вот он, сбоку. Петля, в которой мы сейчас будем вязать, вот это вот. Теперь смотрите, удобнее, да, и хочется просто опустить крючок и вот так вот засунуть в нее. Но нам нужно сделать по-другому. Ну вот на этой косичке мне удобнее показать. Видите, сверху 2, да, а снизу больше, снизу 4 у нас остается. Нам нужно вот это вот поднять наверх и сделать так, чтобы сверху было 4, а снизу оставалось 2. И вязать вот в это место. Тогда более упругое дно само будет. Итак, эту петлю мы не трогаем, это бок. Находим следующую. И у следующей петли просто отодвигаем низ вот из двух этих полосок. Вот он, низ наш. И в него провязываем. Ну, мы туда засунули, высунули. И через 2. Сейчас я еще раз покажу. Провязали. Теперь смотрите, берем маркер. Вот у нас эта петля выходит из этой косички, которую мы только что провязали. Видите? Вот наша косичка. Вот эта вот косичка, из нее петля. Мы только что это сделали. Нам нужно пометить эту косичку маркером, чтобы мы знали, где у нас начало и конец. Помечаем. Теперь в то же самое место, куда мы только что вязали, мы отодвигаем вот эту штучку нашу, и в ту же самую дырочку, туда же, мы провязываем еще один раз. Сейчас только вот этот ряд первый может показаться сложным, дальше будет все намного проще. Провязали. Дальше. Нам нужно вязать до конца в эти косички, но по косичкам неудобно ориентироваться здесь. Удобнее ориентироваться вот в эти нижние полукруги. Вот в первый полукруг мы провязали. Теперь у нас следующий полукруг. Мы его просто находим, вот оттягиваем снизу. И туда провязываем один раз. Сейчас у нас будет 5 раз по одному. 1. Да ё-моё. Так, следующий полукруг оттягиваем. 2. Следующий полукруг.
3, следующий, 4, следующий, 5. И у нас остался последний. Вот у нас здесь 6. Мы также низ вот этот оттягиваем наш. Ну, получается, 4 у нас наверху, они же по 2 вместе, да? И 2 у нас остается снизу. Вот. Как мы там и делали. Мы в это место провязываем. Сначала провязываем один узел у нас с этой стороны. Провязали. И теперь туда провязываем еще 2 раза, но узел вот сзади просто перекидываем в этот бок, чтобы он не мешался. В это же самое место мы провязываем. Второй раз. И в это же самое место мы провязываем 3-й раз. Провязали, и тем самым мы развернулись вот на эту сторону. Дальше мы вяжем 5 раз по одному вот в эти, ну, они единственные здесь, которые есть такие штучки, куда можно провязать. Больше здесь сверху ничего нет. Вы в нее засовываете, вытаскиваете. 1, в следующую засовываете, вытаскиваете. 2. 3. 4. 5. Провязали. Тут надо расправить все это дело, чтобы не натягивался бок. Провязали, у вас осталась 6-я, одна такая длинная. В нее тоже провязываем. И теперь после этого момента мы соединяем. Здесь, видите, у вас такая перпендикулярная как будто штучка остается. И вот наш узелок. В это место, где у нас связан узелок, вот в эту косичку мы соединяем. Мы берем вот на ту сторону, как бы, да, если что, выворачиваем. Под всю косичку мы просовываем маркер. Вытаскиваем через него нитку. И потом эту же нитку вытаскиваем через это место. Вот так мы закрыли ряд. Подтягиваем здесь все, расправляем. Да, чтобы у нас ничего не перекошено было. Дальше. Мы делаем подъем, переходим на следующий ряд, на второй. Поднялись. Теперь, видите, вот эта вот штучка, она выходит как бы вот с этого места. Вот тут вот снизу она вся крепится, да, вот дырочка. В эту дырочку мы с вами провязываем 2 раза в одну и ту же. 1. Но сейчас крепим маркер вот на нашу эту косичку. Чтобы потом знать, где у нас начало и конец. Мы всегда будем маркер на нее крепить, поэтому если я где-то забуду сказать на первую, то знаете, надо. 1. И в то же место мы двигаем вот сюда эту нашу косичку, и в то же место мы провязываем 2-й раз. 2. Дальше в следующую косичку мы тоже 2 раза провязываем. 1. 2. Дальше провязываем 5 раз по одному. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 2. Ну, вы поняли, да? Просто под всю косичку я целиком опускаю. Это что-то я быстро сказала, не знаю, вдруг вы не поняли. 3. 4. 5. Провязали. Дальше. Итак, мы провязали 5.
Дальше 1, 2, 3. В каждую мы вяжем по 2. 1, 2. Следующую. 1, 2. Следующую. 1, 2. Теперь по одной, теперь 5 по одной. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Теперь в эту вяжем 2 раза. 1, 2. Все, этот круг мы закончили. У вас остается такая перекладинка, которая держится вот за эту. И потом наша с маркером. Маркер вытаскиваем. В это место, где у нас был маркер, мы просовываем крючок, вытаскиваем нитку, и эту нитку вытаскиваем через ту. Все. Второй ряд у нас закончился. Все расправляем здесь, чтобы было ровно, аккуратно. И начинаем третий ряд. Мы делаем подъем. Как всегда, вот это все у нас выходит вот из этой дырочки, да? И в эту дырочку мы с вами провязываем 1 раз. Провязали. Вот в это место, в эту косичку мы одеваем маркер. Следующую косичку мы провязываем 2 раза. 1, 2. Следующую косичку мы провязываем 1 раз. Следующую косичку мы провязываем 2 раза. 1, 2. Дальше мы провязываем 5 раз по одному. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Дальше у нас будет 3 раза по такому сету. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3 раза такое повторение. Вяжем 1. Следующую вяжем 2. 1, 2. Опять вяжем 1. Следующую вяжем 2. 1, 2. Опять вяжем 1. И в следующую вяжем 2. 1, 2. Дальше мы вяжем 5 раз по одному. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше мы вяжем опять 1 и сюда 2. 1 и в следующую 2. 1, 2. Провязали, все расправили.
Мы закончили этот ряд. Мы всегда заканчиваем на моменте, когда такая горизонтальная полосочка держится за вертикальную полосочку. У нас вот, видите, всегда конец такой. И вытаскиваем маркер. И в это место просовываем, вытаскиваем и через нее. Мы провязали с вами 3 ряда. Теперь 4, 5, 6 и 7 ряд, 4 ряда мы будем вязать одинаково. Ничего не добавляя, ничего не меняя, просто вяжем по кругу. У нас будет получаться 28 петель. Мы делаем с вами подъем. В первую, как всегда, самую вот эту, мы провязываем одну. Я вам уже показывала, да, где у нас первая. В это место мы одеваем маркер, чтобы не потерять. Это у нас был 1. И мы вяжем просто по кругу. Следующую. 2, 3, 4, 5. И вот так вот по кругу до 28. Вот я провязала 28. Обязательно все поправляйте, выравнивайте, да, чтобы не перекошенную сумку вязать. Провязали 28. Вытаскиваем. Соединяем. И нам нужно провязать еще 3 таких же ряда. 1, 2, 3. Давайте провязываем их и на том месте встретимся. Просто по 28 в каждом ряду, еще 3 ряда. Подъем и начинаем. Вот мы провязали. Как посчитать ряды? Видите, вот эти перекладинки, они идут в месте, где мы скрепляем ряд с рядом. У нас такие перекладины горизонтальные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас 7 рядов. Теперь мы начинаем сужение. Делаем подъем, как всегда. Провязываем в это же место. Одеваем маркер. Провязываем еще 2 раза. Вот у нас был 1, следующую 2 и в следующую 3. И теперь мы будем сужать. Смотрите, в следующую мы проводим крючок, вытаскиваем. И на этом моменте мы в следующую заводим крючок и вытаскиваем. И у нас на крючке 3. И вот 3 мы провязываем вместе. Все, мы сузили. У нас получилось 1, 2, 3 и сужение. Теперь мы вяжем с вами 13 по одному. Начиная со следующей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязали. Теперь мы делаем сужение. Опять в следующую берем, вытаскиваем. И в следующую берем, вытаскиваем. У нас 3 на 1. Подхватываем и через 3. Все. И теперь довязываем до конца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Все, этот ряд мы закончили. Соединяем, как всегда. Соединили. Дальше мы провязываем последний ряд, просто 26 петель, в каждую по одну, ничего не прибавляя, не убавляя, просто в каждую. Вот мы провязали 26, закрываем. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядов. На этом моменте мы отрезаем с вами ниточку. Отрезаем не длинную, она нам не нужна. Мы завяжем узел и потом спрячем ее. Так как мы экономим пряжу, отрезали, вытащили вот так вот. И можно продеть и завязать узел. Потом еще раз завяжем и спрячем ее. Теперь смотрите, вам надо решить, какой вы хотите оставить рисунок. Вот такой вот. Но у вас будет боковой этот ряд тогда виден, да? Ну, в принципе, он нормальный. Либо вы выворачиваете наизнанку. И оставляете вот такой рисунок. Я оставлю вот такой. Мне нравится... Форма сумки как будто меняется, и мне больше нравится. Но и там нормально. Единственное, что у нас вот с этой стороны болтается узел, поэтому если мы хотим оставить такой рисунок, то нам нужно этот узел найти место красивое, чтобы он не мешался. Через ту дырочку, где мы найдем, его на внутреннюю сторону перекинуть и там завязать и спрятать. То есть в зависимости от того, какую сторону вы выберете. И узел тоже, посмотрите, как перекинуть. Надо так его затянуть, чтобы он здесь не топорщился нигде. Вот я его подтянула, видите, туда сильно. И у меня ровное дно выходит тогда. И теперь тогда я обратно выворачиваю сюда, чтобы узел завязать. И мне нужно вот этот узел либо крючком тонким, либо вы можете взять иголку и продеть его просто через вот эти все штучки. Продеть его по-всякому, да, через эти штучки, одну и вторую, так он закрепится и не будет вылезать никуда. Не обязательно всю веревочку продевать, просто вот сколько-то продели, отрезали, и все, он у вас остался внутри. Давайте тогда продеваем и продолжаем. Так, все, у нас ровное дно, нигде ничего не топорщится, никаких узлов, ничего не видно. Ровная вся сумка. Теперь мы начинаем вязать ручку. Нам для этого нужно с вами 2 маркера. Вот один маркер, вот у меня кусочек остался, это будет второй. Нам нужно найти середину сумки. Как мы это делаем? Переворачиваем на дно. У нас есть первый вот такой ряд. Раз, раз, раз и середина. Но если вы видите, тут все идет кругом, да, и есть вот наши такие прямые штучки. Если вы на другой стороне, там тоже есть. Просто надо в целом по ним найти середину. Это не точная середина, мы сейчас это все выровняем. Нам просто примерно надо все это дело поднять. Здесь, допустим, да? И то же самое поднимаем с этой стороны. Дальше соединяем, смотрим, сходится у нас? Сходится. Бывает, что перекашивается так сумка, тогда чуть двигаем. У меня вроде бы сошлось ровно, да? Что главное, с этой стороны должно быть 12 дырок, и с этой считаем, есть ли у нас они. 1, 2, 3, 4, 5. Дырки это вот 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сошлось. С этой стороны 1, 2, 3, 4. Место, где у нас вот этот шов, где мы сшивали ряды, похоже на дырку. Но это не дырка, вот это вот место, оно не считается. То есть у нас 1, 2, 3, 4. Вот тут мы сомневаемся, допустим. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот 12 дырок. И вот это похожее на дырку место стыка, это не стык. Проще посчитать вот со стороны, где у нас нет веревочки, где мы не сшивали. Если тут 12, значит и тут теоретически тоже 12. Теперь смотрите, от этого места, где у нас маркер, мы отсчитываем. Вот это место 1, 2, 3, 4,
5. Засовываем крючок. Берем ниточку, тоже длинную не оставляем, чисто чтобы завязать потом ее хватило, и все. Протаскиваем на эту сторону петельку, да? Тут подтягиваем. И еще раз продеваем, чтобы ее закрепить. Теперь в это самое место, куда мы только что сейчас сделали, мы провязываем первую. Один. Это место нам нужно пометить. Берем тоже маркер. У меня ниточка осталась. И помечаем нашу первую петельку. Ну, ту же самую, как всегда, вот когда мы первую делали, первую помечаем. Один провязали. У нас должно быть 6 раз. Следующую. 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. У нас получается от этой 1, 2, 3, 4 свободных, с 5 начинается. И от этой 1, 2, 3, 4 свободных, с 5 начинается. Все одинаково. Разворачиваем вот так. Ниточку мы делаем вот в это место. То есть мы сейчас вот так скрепим, и ниточка у нас как бы из середины будет вылезать. Теперь вы берете в место, где у нас маркер, в эту петельку, вытаскиваете маркер, и мы соединяем наш круг. Заводим крючок, вытаскиваем через это и через это. Ну, то есть точно так же, как мы соединяли в сумке, мы соединяем теперь здесь. Провязали. Делаем подъем в это же самое место, да? Вот сюда прям. Провязываем 1. Одеваем маркер. И провязываем еще 6 раз. Ну, всего 6 раз, точнее. Один у нас есть. Следующую. 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6. Закрываем круг. Место, где у нас маркер, мы вытаскиваем. В него крючок. Вытащили ниточку и соединили с этой. Теперь мы делаем подъем и опять по кругу вот так 6 раз мы провязываем. У нас должно получиться 13 таких рядов. 1, 2 у нас есть, еще нужно сделать 11. Иногда бывает, нитки не хватает. Я уже вам вначале это говорила. Тогда у вас получится 12 рядов. В общем, мы вяжем практически до самого конца. У нас остается немножко нитки уже, чтобы связать саму сумку. Ну, в смысле, ручку к сумке, чтобы привязать. А в целом, в идеале 13. Если 13 не хватает, то 12 рядов. Давайте тогда вяжем, и сейчас на этом моменте встретимся. Поняли, да? Делаете подъем, маркер и 6 раз вот так по кругу соединяете. В общем, как мы только что делали. Итак, у нас получилось, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 рядов. Теперь мы довязали. Когда мы соединили, просто вытаскиваем ниточку. Одеваем иголку. Такая длинная не нужна, я ее подрежу сразу, чтобы она не мешала. Вот видите, сколько, да, там много осталось, а черное я вчера вязала, мне на 12 рядов только хватило. И теперь, смотрите, мы делаем, также отсчитываем с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Вот наша 5-я тут. Также я имею в виду, как мы тут отсчитывали.
и помечаем. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь. Так как у нас здесь место стыка, вот это, и здесь похожая на дырочку штучка, нам надо понять, где наши 6 дырочек. 1, 2, 3, 4, 5 и вот 6-я. Вот это не дырка. Главное не забыть и не провязать сюда. Теперь соединяем. Наше место, ну, нашу иголку мы просовываем в первую дырочку. Вот это следующее, это не дырка, это место стыка, не путаем. Просовываем. Находим на нашей ручке, ну вот здесь, видите, наши 6 косичек, которые мы вязали. Находим косичку следующую. Из первой косички вот у нас ниточка, ну, ниточка торчит, вот следующая. Она прям подальше так. Изнутри мы просовываем. Все это затягиваем. Ой. И вторая дырочка наша вот здесь. Пропуская шов. Связываем. Следующая косичка наша. Изнутри мы опять всовываем. Вот здесь. И следующая дырочка наша вот здесь. У нас 6 косичек в ручке и 6 дырочек здесь. Дырочку просовываем здесь. Подтягиваем все. Ой. И здесь. И дальше так. Все это по кругу просовываем. Все 6 косичек и все 6 дырочек, которые у нас на сумке. Одна к одной соединяем. Косичку мы просовываем изнутри. Всегда. Сейчас. Вот. 5-я. А сумку мы просовываем снаружи. 5-й. И последняя наша дырочка будет. Находим на ручке. Шестая. Шестая. Все здесь все сделали. Потом вот эту ниточку и вон ту ниточку, которые там остались у вас от самой сумки, вы уже внутри закрепляете так, как вам будет удобно. Можете еще раз просунуть, да, можете завязать узлом. В общем, делайте так, чтобы ничего не перекосилось, и просто завяжите, закрепите. В целом у нас наша шикарнейшая сумка готова. Сейчас я ее завяжу, ну, выверну и завяжу там, чтобы все аккуратно было. Вот эту вот ниточку можно еще раз продеть вот здесь вот. Видите, чтобы она более плотно была. Еще раз продеть через косичку и завязать потом там узелок. Все, сейчас сделаю и покажу, что у нас получилось. Как всегда, у нас получилась шикарная сумка. Делайте рилсы, как вы вяжете, делайте классные фотки, отмечайте меня. Я всегда этому рада. До новых встреч. Пока-пока.